Привет, друзья! Мы уже познакомились со многими дозиметрическими приборами вооруженных сил Советского Союза. В 50-е годы прошлого века сначала появились первые рентгенметры на основе ионизационных камер, а вслед за ними радиометры с газоразрядными счетчиками. Не было только одного компактного универсального прибора. И вот в 1964 году появился он, ДП-5. Прибор оказался настолько удачным, что породил даже несколько поколений этой линейки ДП-5А, 5Б, 5В и более редкие 5ВБ и ИМД-5, которые выпускались до 90-х годов. А самым первым был именно этот радиометр-рентгенметр ДП-5, просто 5 без букв. Он также имел другое название ПРР-1, что расшифровывается как полевой радиометр-рентгенметр, а единица, очевидно, обозначает первую модель линейки. ДП-5 позволяет измерять излучение мощностью от 50 миллирентген в час до 200 рентген в час по гамме и от 100 до 1 миллиона распадов в минуту с квадратного сантиметра по бете. Точность измерений 30-35% в зависимости от поддиапазона. Время замера от 10 до 45 секунд, также в зависимости от поддиапазона. ДП-5 – это очень редкий прибор, и сегодня его очень сложно купить. Иногда можно найти ДП-5 на Авито, но это бывает буквально раз в полгода, либо по завышенной цене. И уж тем более сложно найти ДП-5 в полной комплектации. Свой ДП-5 я купил за 1500 рублей без комплекта. А комплектный ящик я взял от другого прибора, от ДП-5А раннего года выпуска. Комплектация обоих приборов одинаковая, хотя ДП-5 выпуска 1964 года имел немного другой ящик внутри. В итоге мой ДП-5 обзавелся собственным кладочным ящиком, который я, конечно же, отреставрировал, а также минимальным набором необходимых аксессуаров. Кроме того, я еще приобрел документацию и технический формуляр от прибора. И вот теперь можно сказать, что у меня в коллекции появился практически полный оригинальный комплект ДП-5. Давайте по традиции начнем осмотр с укладочного ящика. Укладочный ящик, как вы уже знаете, сделан из фанеры. Его габариты 49 на 26 на 13 сантиметров. Сам ящик без содержимого весит 3,7 кг, а полный набор весит 7,5 кг. Углы ящика усилены металлическими уголками. Спереди имеются два замка, сзади есть две скользящие петли. Ручка удобная, как у чемоданов из советского времени. Ящик окрашивался в цвет хаки, но при реставрации я решил внести разнообразие в свою коллекцию, поэтому выбрал для него немного другой цвет. Открыв крышку укладочного ящика, мы увидим сам прибор ДП-5 и его имущество. Как я уже говорил, комплектация ничем не отличается от прибора ДП-5А. На внутренней части крышки имеется этикетка со схемой раскладки имущества. В центре ящика находится сам прибор ДП-5 в футляре. Справа от него колодка для подключения к автомобильному аккумулятору, а также два ремня для ношения прибора. Эти ремни разные. Один более длинный для ношения на шее, а другой более короткий для пояса. Поясной ремень необходим, чтобы прибор не болтался при ношении. В центре небольшой отсек для элементов питания. Здесь используются распространенные элементы КБ1 напряжением 1,6 вольта. Слева под сдвижной крышкой расположены отсеки с аксессуарами. Это головные телефоны ТГ-7М. Они необходимы для работы с прибором, потому что по звуку можно очень хорошо обнаруживать места с повышенным радиационным фоном. В отделении чуть ниже находится комплект прокладок для зонда, а также батарейного отсека. Здесь также должны быть запасные колпачки для тумблера и кнопки, заглушки, винтики, но у меня их, к сожалению, нет. Даже самих прокладок не было. Я их напечатал на принтере из гибкого пластика.
поэтому мой комплект немного неполный. Слева в маленьком отсеке хранятся запасные 1-вольтовые лампочки для подсветки шкалы. Чуть выше полиэтиленовые пакетики для защиты зонда от загрязнений. А также здесь лежит отвертка, без которой невозможно даже заменить батарейки в приборе. На внутренней стороне крышки у нас размещается удлинительная штанга для зонда, а также брошюра с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора. И, наконец, технический формуляр. Пришла очередь взять в руки ДП-5. Он находится в футляре из кожзаменителя и очень похож на футляр от ДП-5А. Но есть небольшое отличие. Рамка вокруг окошечка алюминиевая, а не стальная. А в остальном он точно такой же. Футляр очень хорошо переносит внешние воздействия. Его можно поливать водой, мыть, чистить. Это ему не повредит. А благодаря окошечку можно работать с прибором под дождем. А вот под крышкой интересно. Давайте рассмотрим шильдик. Здесь очень много информации. Слева находится таблица норм зараженности. Указаны допустимые дозы в миллирентгенах в час, а также поддиапазоны, в которых следует измерять эти дозы. Внизу размещены правила пользования прибора. Их всего 4. Установка режима питания, начало измерений, расположение зонда при измерении объектов, а также напоминание о выключении прибора после работы. Справа имеется градуировочная таблица, по которой определяется мощность гамма-излучения на 4 последних поддиапазонах. К этому вопросу мы вернемся далее. Ну и наконец, сверху под стальной шторкой находится контрольный источник B8 на основе радионуклида стронция-90 и трий-90. Это чистый бета-источник с периодом полураспада около 29 лет. Он необходим для проверки работоспособности прибора. К сожалению, мой B8 то ли был поврежден, то ли его начальная активность была чрезвычайно мала, но на сегодняшний день он практически ничего не излучает. Сбоку у футляра имеются 4 петли для крепления ремней для его ношения. В нижней части есть отсек для хранения зонда и рукоятки. Прибор крепится в футляре точно таким же образом, как и ДП-5А, с помощью 2 кожаных ремешков. К счастью, они в хорошем состоянии, поэтому нет проблем вынуть прибор из футляра. Именно это я сейчас и сделаю, и мы перейдем к осмотру ДП-5. Наверняка вы уже хорошо знакомы с моделью ДП-5А. И внешне оба радиометра очень схожи между собой. Корпус пульта сделан из прочного материала стекловолокнита. Масса пульта примерно 2 кг. Он имеет брызгозащищенное исполнение и предназначен для работы в любых условиях, от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Но первое, что бросается в глаза, это другая градуировка измерительной головки. Как видно, здесь не 2, а 3 шкалы, причем верхняя шкала стоит отдельно, а 2 остальные совмещены друг с другом. Если присмотреться внимательнее, то мы увидим, что шкалы подписаны буквами B и G. Соответственно, по шкале B мы замеряем бета-поток в распадах минуты с квадратного сантиметра, а по шкалам G – гамма-излучение в рентгенах в час. Справа на приборной панели находится 9-позиционный галетный переключатель, с помощью которого прибор включается и выключается, переходит в режим настройки питания, а также устанавливается измерительный поддиапазон. И второе заметное отличие от ДП-5А в том, что у ДП-5 не 6 рабочих поддиапазонов, а 7. Причем первые 3 помечены цифрами, а остальные 4 множителями. Поддиапазон 200 предназначен для измерения высоких доз гамма-излучения до 200 рентген в час. При этом считывание показаний производится по нижней шкале, отградуированной от 5 до 200 рентген в час.
Такие измерения проводятся на высоте 1 метра от поверхности Земли. Для измерения используется счетчик, расположенный в корпусе прибора. Следующие два поддиапазона 5 и 0,5 рассчитаны на более слабые дозы излучения от 0,5 до 5 рентген в час и от 50 миллирентген в час до 0,5 рентгена в час соответственно. Снятие показаний производится по средней шкале. На этих поддиапазонах производится замер гамма-излучения в том месте, где находится зонд прибора. 4, 5, 6 и 7 поддиапазоны предназначены для измерения бета-зараженности объектов. Она измеряется в количестве распадов в минуту с квадратного сантиметра. Снятие показаний производится по верхней шкале. При этом число на шкале необходимо умножать на установленный с помощью переключателя множитель. То есть на поддиапазоне умножить на 1000, показания следует умножать в 1000 раз. Следовательно, на этом поддиапазоне можно измерять бета-поток плотностью до 1 миллиона распадов в минуту с квадратного сантиметра. А на самом чувствительном поддиапазоне до 1000 распадов. Бета-измерения проводятся на расстоянии 1 см от поверхности. Под головкой измерительного прибора вы видите шильдик с наименованием модели DP5, серийным номером и годом выпуска. Как видно, мой прибор из ранней серии 1964 года, его номер 1054. Чуть ниже, под заглушкой, находится регулировочный винт для установки нулевого положения стрелки микроамперметра. Слева на панели управления мы видим потенциометр для установки режима питания, а также кнопку для обнуления показаний на шкале. Ну а справа имеется тумблер для включения подсветки шкалы. Шкала освещается двумя 1-вольтовыми лампочками, и выглядит это вот так. Кроме того, шкала обладает эффектом фосфоресценции, то есть она может светиться в темноте в течение небольшого времени. А слева у прибора находится гнездо для подключения головных телефонов. Как и у всей пятой серии, в DP5 используются телефоны модели TG7M. Они очень примитивные, для прослушивания музыки не годятся, однако свою функцию в радиометре выполняют на 100%. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. Наконец, перейдем к зонду. Он имеет некоторые отличия от зонда DP5A. Прежде всего, корпус зонда выполнен из алюминия, а не стали. Кроме того, у зонда DP5A одно небольшое окно для бета-потока, а у зонда DP5 5 больших окошек. Благодаря этому отличию DP5 гораздо более пригоден для измерения бета-зараженности. У зонда имеется поворотный экран с окном. Его можно устанавливать в двух положениях в зависимости от того, какой вид излучения предстоит измерить. В режиме G окно для бета-частиц закрыто, и на счетчики попадают только гамма-лучи. В режиме B окно открыто, и бета-поток почти свободно проходит сквозь целлюлозную пленку. При этом производится условный замер бета плюс гамма. Внутри зонда установлены два газоразрядных счетчика, высокочувствительный STS-5 и малочувствительный C3BG. Благодаря этому можно измерять ионизирующее излучение в больших пределах. И для этого не нужны различные механические ухищрения, как это было в радиометрах предыдущих серий. У зонда есть удобная ручка с черной рукояткой. Именно такая ручка имеется у ранних приборов DP5A. С ее помощью удобно оперировать зондом и не нужно совать руки близко к источникам загрязнения. Для полевой работы имеется телескопическая штанга. При необходимости она подсоединяется к рукоятке с помощью винтового зажима. Это делать не очень удобно, поэтому в дальнейшем конструкцию изменили. И в более поздних версиях DP5B и 5V
От рукоятки отказались, оставив лишь разъем для подсоединения штанги. У штанги, кстати, есть очень полезный карабин, с помощью которого ее можно пристегнуть к поясному ремню. Материал рукояток удобный, это мягкая резина, в руке не скользит. Для защиты зонда от загрязнений при работе с пачкающимися объектами в комплект поставки входят полиэтиленовые чехольчики. Они надеваются на зонд, после чего им можно пользоваться, не боясь загрязнить корпус зонда. Сам зонд герметичен и допускает погружение в воду на глубину 50 см. Зонд подключен к пульту кабелем длиной 1,2 метра. ДП-5 работает от 3 элементов КБ-1. Вы уже неоднократно видели их в других обзорах. Но все-таки я скажу кое-что новое. Аббревиатура КБ расшифровывается как карманная батарея. Для доступа к отсеку с элементами питания необходима отвертка. С ее помощью нужно открутить 4 винта на крышке. Теперь можно установить элементы. 2 элемента питают сам прибор и 1 лампочки подсветки шкалы. Как происходит процедура подготовки прибора к работе? Прежде всего необходимо установить элементы питания. После этого регулятор режим нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Теперь можно включать прибор, для чего нужно перевести переключатель в положение режим. Вращая ручку, необходимо установить стрелку на отметку в виде треугольника. Это значит, что питание ДП-5 настроено верно, и прибором можно пользоваться. Также нужно не забыть подключить головные телефоны. Они очень помогают ориентироваться при выполнении дозиметрических работ. Измерения начинают с самого грубого поддиапазона 200. Как я уже говорил, в этом режиме можно замерять мощность гамма-излучения до 200 рентген в час. Но таких активностей в повседневной жизни нет. Я покажу, как можно определить небольшую активность гамма-источника по градуировочной таблице. Если вы помните, на всех остальных приборах шкала микроамперметра размечена именно по гамме, а здесь наиболее чувствительные поддиапазоны представлены в количестве распадов для бета-потока. Поэтому необходимо пользоваться таблицей, которая размещена под крышкой. Я сразу переключусь под диапазон умножить на 10. В качестве источника возьму часы с радиевой светомассой. Зонд переключаем в режим Г. Итак, по верхней шкале мы видим, что стрелка указывает на 200 распадов. Смотрим по градуировочной таблице. Это число соответствует 0,1 миллирентгена в час по гамме. Умножаем его на 10 и получаем 1 миллирентген в час. На самом деле активность часов выше, но мой ДП-5 на этих поддиапазонах работает не очень корректно, нужно его калибровать. Поэтому замер назову условным. У ДП-5 конструкция зонда более открытая. Следовательно, он должен быть более чувствительным к бете. И я проведу жесткий тест с мощным контрольным источником от рентгенметра ДП-2. В прошлом я делал условные измерения другими приборами той же серии. Они показывали в районе 0,4 рентген в час условно. Замерять будем под диапазоне 5.
Итак, DP5 в режиме B показывает 1,2 рентгена в час. Но, конечно же, это просто демонстрационный пример. Я уже неоднократно говорил в своих обзорах про возможность работы приборов от автомобильного аккумулятора. Но я ни разу не показывал, как это работает на самом деле. И даже никогда не видел данный опыт в других обзорах. Поэтому я принес аккумулятор, и сейчас мы подключим к нему радиометр. Итак, у нас имеется удлинительная колодка с делителем питания. С помощью перемычек необходимо установить напряжение аккумулятора. Это может быть 3, 6 или 12 вольт. В данном случае у меня 12-вольтовый аккумулятор. Колодка устанавливается в отсек питания вместо батарейной крышки. Клеммы подключаются к аккумулятору. Включаем прибор, и как видим, все прекрасно работает. Благодаря такой колодке с прибором можно работать круглосуточно и не бояться, что батарейки разрядятся. А 10-метровый морозостойкий кабель позволяет работать в любых условиях. Если посмотреть на принципиальные схемы DP5 и DP5A, то никаких отличий мы не увидим. Единственная разница — это 7-й поддиапазон у DP5, поэтому добавлена еще одна цепочка RC и подстроечный резистор. А номиналы остальных деталей совпадают. Давайте разберем зонд и посмотрим, что находится внутри. Он легко разбирается вручную, для чего нужно открутить большую накидную гайку. Теперь можно вынуть плату из корпуса зонда. Мы видим два газоразрядных счетчика. Первый — это хорошо знакомый нам высокочувствительный STS-5. Он используется здесь на 3 последних поддиапазонах и предназначен для измерения малых доз радиации. Малочувствительный счетчик C3BG работает в одиночку на поддиапазонах 2, 3 и 4 и нужен для высоких доз излучения. Кроме того, C3BG необходим, чтобы предотвратить уход стрелки в нулевое положение на самых чувствительных поддиапазонах, когда счетчик STS-5 теряет способность счета при высоких дозах. Об этом я уже говорил в предыдущих видео. Оба счетчика на поддиапазонах 5, 6 и 7 работают совместно. С обратной стороны платы видна схема усилителя и нормализатора импульсов, собранная на 2 тиратронах TH4B. Нормализатор необходим для того, чтобы все импульсы, которые создает ионизирующее излучение, имели одинаковую форму и длительность. Только в этом случае их можно корректно подсчитать. В темноте очень хорошо видно, как загораются тиратроны при попадании квантов излучения на счетчик. Теперь вскроем корпус пульта. Он крепится на 2 невыпадающих винтах. После того, как винты выкручены, можно поднять переднюю панель и открыть прибор. Чтобы открыть шасси, нужно открутить еще один винт. Теперь прибор полностью открыт, и у нас есть полный доступ к электронике. Монтажная плата сделана из волокнита, как и корпус прибора. Монтаж везде навесной. Схема точно такая же, как у DP5A, и детали те же самые. Это селеновые выпрямители. Это транзистор P14 блокинг генератора. Стабилитрон SG301S
для высоковольтной линии питающий счетчик, различные конденсаторы и резисторы. Здесь также видно лампочки подсветки шкалы. Их две, то есть если одна перегорит, то прибором все равно можно пользоваться. Это высоковольтный трансформатор. А это блок регулировочных резисторов для калибровки поддиапазонов. Они подписаны, очень удобно. На внутренней части панели видно измерительную головку, галетный переключатель с множеством соединений, тумблер подсветки, кнопку сброса и потенциометр режим. Тут я, кстати, замечу, что DP5 и DP5A, пожалуй, самые надежные радиометры 5 серии в плане электроники. В них нет конденсаторов МБМ, которые обладают дурной славой. Поэтому, скорее всего, после покупки ничего чинить не потребуется. Еще одна интересная особенность DP5 – это наличие третьего счетчика C3BG внутри пульта. Все точно так же, как у DP5A. Именно этот счетчик работает на поддиапазоне 200 и позволяет измерять высокие дозы радиации. Он работает не в импульсном, а в токовом режиме. Это значит, что ионизационный ток, который возникает внутри счетчика при наличии радиации, напрямую измеряется микроамперметром, без всяких нормализаторов и интегрирующих контуров. Точно так же, как, например, в индикаторе DP63A. Хочу также показать техническое руководство DP5. Оно довольно краткое по сравнению с последующими, но вся необходимая информация здесь имеется. Технические данные, принцип работы, конструкция прибора, подготовка к работе и измерения, дополнительные инструкции, градуировка прибора, неисправности и способы решения, список деталей, схемы, градуировочные таблицы, принципиальная схема, монтажная схема. В 1965 году производство DP5 прекратилось. Ему на смену пришел DP5A с минимальными отличиями. Убрали шкалу для бета-распадов, чтобы упростить работу дозиметриста с прибором. И, соответственно, упростили зонд, оставив лишь возможность детектирования бета-загрязнений. А DP5 теперь превратился в ценный и редкий прибор для коллекционеров. Благодарю всех за просмотр и за поддержку моего канала. До новых встреч!